Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Август. Что спешит в вашу жизнь? Или что спешит на ваш порог? Хотя энергии августа нас призывают к отдыху больше. И самим никуда не торопиться, наоборот, уделить внимание ежедневному отдыху, ежедневному восстановлению. Уметь себя похвалить за маленькие победы. Или увидеть позитивные моменты в вашей жизни, пусть это на бытовом даже уровне, не ставить в это время планку слишком высоко, а потом словно с места в карьер сорваться, пытаясь преодолеть эти преграды, препоны, ограничения. Ведь сами по себе наличие ограничений, они нас ни к чему не призывают. А это не означает, что мы должны на полном ходу или наоборот взять разгон подальше и вот как перемахнуть этот барьер. Нет, уметь подметить, когда время пришло, когда вы сами себе скажете: а вот теперь пора. Поэтому восстанавливать силы — это значит как профилактика стресса, мои дорогие, тревог, апатии, ну уж не говоря эмоциональном выгорании. Мы с вами идем вперед, и первая сфера — отношения, личная жизнь. Мы раскроем так более многогранно, достанем 3 карты, не одну, как чаще это делаю. И поэтому первое у нас для тех, кто в паре. Любовь и личная жизнь. Любовь и личная жизнь для тех, кто один или одна. Возможность нового знакомства. Возможно оно или нет. Для тех, кто в сложных отношениях. Сфера ваших достижений, работы, может быть и дела, документы, учеба, у кого что. Сфера финансов. Чего вы сейчас не видите, и в чем вы, возможно, поставили точку, а оказалась запятая, а то и многоточие. Продолжение какое-то следует. И мы достанем карту «Совет». Что вам нужно услышать прямо сейчас? Итак, для тех, кто в паре. Ну, это как закон кармы. Тут конкретно карма прописана. У нас колода ангелов-хранителей, и изображен буквально ангел. И говорит, что все по справедливости. Может быть, это касается каких-то важных оформлений, допустим, документов, оформлений ваших отношений, перевод отношений на новый уровень. И это всегда причина и следствие. Старший аркан говорит о том, что здесь, с одной стороны, все идет своим чередом. И если мы сделали что-то прежде хорошо, то нам пространство, Вселенная дает эту возможность, возвращает. Или пусть это будет даже связано, опять же, с документами, но это как помощь высших сил. Значит, мы в нужное время нужных людей встречаем или оказываемся в каком-то нужном месте, опять же, в нужное время. Ну, вот есть вот такой момент. Или то, что мы говорим по судьбе, если карма прописана. Но кроме кармы тут еще и закон. И поэтому эта карта говорит, все должно быть по закону. Иногда это свидетельствует о том, что мы чувствуем, несправедливо с нами поступили. А тем не менее, карта говорит, может, мы и сами где-то там наследили, но у кого-то банально, вы собираетесь переезжать и рассматриваете разные варианты места жительства, что-то вместе продумываете, просчитываете, одновременно узнаете о законах той местности, куда вы собираетесь переезжать, или вы пытаетесь с семьей, может быть, воссоединиться. Но опять же, есть какие-то задачи, которые вполне конкретные. У кого-то это будут другие совершенно задачи. Я как вариант привела пример. Но здесь помните, что все должно быть именно задокументировано или прописано на бумаге. Закон вас бережет. Если мы сами поступаем по закону, ну, тогда и получаем некоторую поддержку, тогда уверенности больше. Может быть, и по каким-то чиновникам нам нужно пройтись, ряд согласований важных совершить. Может быть, по этой карте и к юристам мы обращаемся, кстати. У кого-то я могу допустить, ну, может быть, в тех отношениях, когда де-факто закончились, а де-юре они еще продолжаются, тут тоже, ну, какая-то личная история может быть. Но и если мы говорим, наоборот, об оформлении отношений, то тут тоже идет все своим чередом. Поступайте по справедливости, мои дорогие. Вот так вот в целом нам говорит эта карта. Поступайте так, как предписано какими-то положениями, или находите достоверных людей. Если вы сами в каком-то
вопросе или в какой-то теме не знаете, как поступить, то к профессионалам следует обратиться. Опять же, чтобы жизнь приняла какой-то более такой понятный оборот. Давайте мы узнаем, что же для тех, кто один или одна. Возможно ли знакомство? Ну, какие-то очень холодные энергии, мои дорогие. Вот и для тех, кто в паре, и для тех, кто один или одна, у нас выпадает отшельник. Может быть, для вас даже и есть желание, да, вот для тех, кто в сольном варианте, встретить человека, но по отшельнику это ваш личный путь. И буквально сфера достижения, она может выходить на первое место. Все же мы рассматриваем не такой большой период жизни, правда? Ну, может быть, поначалу, где-то на август месяц, есть желание именно достичь чего-то своего. Именно ваш какой-то интерес. И если мы говорим, что на личную жизнь отшельник, он не готов, самому вот именно знакомиться. Хотя вы можете столкнуться с таким человеком, может быть, как по судьбе, кстати. Вот 2 старших аркана. Есть какие-то судьбоносные моменты, мои дорогие водолеи, которые в целом на вас оказывают влияние. И вы можете даже, если вы знакомитесь вот с таким отшельником, но и сами-то вы тоже в подобных энергиях. И кто знает, может быть, именно это вас сближает. Вот этого я тоже не исключаю, потому что два изображения ангела как будто вас на что-то благословляют. Но и тут ведь нам, понимаете, как карта говорит, если ты, ну, где-то сам в это веришь, или если ты сам в себе открываешь что-то, когда ты готов где-то открыться, ну, такая сложная философская карта. И я могу, к примеру, это ведь еще карта ментора. Это тот, который знает ответы на все вопросы. Это более философская, конечно, карта и позиция жизненная. Вас может свести судьба с каким-то человеком, который, ну, вот такой духовно богатый человек. Тот, который живет по своим правилам. Тот, который умеет закрываться. Вот, кстати. Вам-то, может быть, наоборот, хочется больше ясности прояснить, да, что там думает человек, какие он планы строит. А здесь нет, тут человек закрывается. Но, опять же, повторюсь, и вы сами можете быть в таких энергиях. Хотя вот с подобными людьми вас как раз и могут свести высшие силы. Потому что каждый из вас, ну, знаете, это как вот есть такое, говорят, чувство собственничества. Вот у вас оно вообще отсутствует в этот период. Вам самим не хочется быть собственником. Хочется быть свободной личностью. Но и вам, чтобы кто-то на вас давил или буквально капал на мозг, вот вам этого точно не хочется. Поэтому тут вот эти холодные энергии где-то могут привлечь к вам ваших единомышленников. Но все не так просто. И сказать, что за первым поворотом нас там ждет вот такой отшельник, я тоже не могу. Два старших аркана – это силы внешних каких-то событий. Они могут для вас как подыскивать нужного партнера. Может быть, это ведь отшельник идет медленно. Это состоится, но не так быстро. На это будет влиять, на какую-то встречу, как и ваше собственное состояние души, ну или какой-то вот нужный момент. Это как встреча, мы говорим, по судьбе. Ну вот переложите это на себя и на то, что вы сейчас чувствуете. В каких энергиях, мои дорогие водолеи, неожиданно, правда, вы сейчас находитесь. Буду благодарна вашим комментариям. Ведь это отстраненный взгляд философа, которого вообще ничего не цепляет. Отшельник – это независимая личность. Ему все равно, кто что о нем думает. И вот вам тоже все равно. Вы сами в этот период времени не реагируете, как будто ни на лесть, его невозможно купить, отшельника. Даже тем, что приятно слышать. Ну, точно так же он не реагирует на какие-то обидные слова. Ему вообще без разницы. Людское мнение. Поэтому тут не хочется, понимаете, создавать о себе какой-то картинки. Или производить впечатление. Здесь больше хочется уединения. Вот интересно, давайте посмотрим для тех, кто в сложных отношениях. По королеве жезлов противоположной стороне как раз может хотеться. Ну, может быть, у вас и конкретный партнер, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент.
Хотя карта дополняет независимость, ведь это тоже карта сильного человека, да, энергия огненная, но этот огонь внутри. Энергия королевы жезлов, она говорит о том, что умеет королева сохранять этот огонь и не транслировать свои эмоции. Карта говорит о том, что мы очень как-то грамотно можем обойти острые углы, договориться мы можем, но королева жезлов, опять же, это сильная персона и независимая. И вы, и ваш партнер, или те люди, с которыми вы сталкиваетесь в этот период времени, по части личной жизни, личных отношений, может быть, даже какого-то возврата истории. Каждый немножко сам по себе. И несмотря на огненную карту, ведь никогда мы не узнаем, что задумала королева жезлов. Она умеет хранить свои секреты, тайны и чужие тоже. Но какой-то правильный диалог, если не забегать вперед, не бежать вперед паровоза, не предвосхищать события, к примеру, помириться. Да, конечно, мы можем. Потому что все эти энергии, они как бы к диалогу все-таки располагают. Как и отшельник, хоть он и идет сам по себе, и, в общем-то, персона независимая, но ведь к отшельнику обращаются за советом, и он как мудрец, как философ эти советы дает. Или он какой-то контакт все-таки выстраивает. Пусть он несколько отстранен или на своей волне, как мы говорим, но, тем не менее, контакт предусмотрен. То же самое мы можем и сказать по королеве жезлов. Она не хочет себе навредить. Она как раз умеет работать с информацией и умеет правильно распоряжаться деньгами. У кого-то в сложных отношениях будут вопросы именно собственного личного дела, творчества, самовыражения и одновременно финансов. Или, может быть, работы с информацией. Что-то тут может переплестись, но, тем не менее, договориться вы можете, помириться однозначно. Ладно, сфера ваших достижений. Работай, и у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Карта инструктажа, детализация, карта где-то рутины, мои дорогие, не без этого ничего не происходит, но вот от нас требуется терпение и настойчивость. И пусть это у кого-то документы, у кого-то продолжение вашего творчества или то, чем вы занимаетесь, продолжение работы, ну, по крайней мере, на этот период августа, нет тут каких-то резких телодвижений или конфронтаций или каких-то перемен таких. Тут наоборот все идет по возрастающей, потому что восьмерка пентаклей или восьмерка монет нам как раз дает возможность как и заработать деньги, так и построить карьеру, воплотить свои мечты, желания в жизнь. Но мы это должны продолжать. Да, где-то рутина, не без этого, но тем не менее оно того стоит. Сфера финансов. Солнце, мои дорогие водолеи. Да, тут, наверное, благодаря терпению, настойчивости, благодаря, может быть, даже отчасти правильной организации личной жизни. Вот здесь у каждого ведь по-своему. Два старших аркана могут говорить еще о том, что на самом деле некоторые из вас будут вообще где-то так на своей волне в плане достижений, потому что есть какая-то цель. Два старших аркана, они всегда говорят о чем-то более существенном. Ну, нежели вот совсем чувства. Тем более эти вот два аркана, как и юстиция или карта справедливости, и карта отшельник. Ну, есть что-то более глобально важное, что вам сейчас нужно не упустить. И опять же, это будет читаться где-то еще из сферы финансов. И аркан Солнца нам говорит о том, что в сфере ваших достижений намечается прорыв. Как минимум последующие 6-8 месяцев вы будете наращивать темп, мои дорогие водолеи. И пусть это у вас на сферу финансов, но откуда-то к нам приходят деньги. Значит, все то, что касается вашей работы, здесь у вас буквально какая-то геометрическая прогрессия. Пусть так и будет. Но по аркану Солнца, это ведь и тут еще сильная энергия. Аркан Солнца – это наше эго. И сдерживать себя, да, в некоторых вопросах при диалогах, возможно, придется быть дипломатом. Но мы уже об этом сказали. Хотя вот на данный период времени вам как раз вот эти две энергии, пусть на личную жизнь, но, может быть, это на более каком-то глобальном уровне. Вы просто все чувствуете вот некоторую холодность, отстраненность, потому что есть что-то для вас более важное, более интересное. И это путь наверх, это путь к солнцу, это путь к успеху. Ну и кардинальной какой-то смене
финансового состояния, я бы сказала, качества жизни. Чего вы не видите? Качество жизни. Вы какой-то можете проделать важный путь или на что-то. Я не могу сказать, что решиться. Вы как будто уже решились, вы уже даже определились с чем-то, потому что это как продолжение уже больше идет. Но, может быть, шаг за шагом вы будете себя благодарить, где-то и хвалить, что вы правильные вы предприняли шаги в прошлом. Это карта самодостаточности, чего вы не видите. Опять же, финансового успеха. Это когда мы можем не суетиться, не торопиться никуда. Когда мы уверены в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем, что может быть лучше. Где-то даже как люкс жизнь, да, или вот возможности другие, качества, да, вот мы говорим, жизни, которые имеют совершенно иной уровень. Вот для вас такие перспективы открываются. Они могут открыться. Поэтому сфера достижений, финансов– это ваше все. Может быть, кому-то и придется, кстати, по королеве жезлов. Но вот вы, как, допустим, мои дорогие водолеи, на своей волне. А семья, если вы человек семейный, дети, они требуют свое. И тут будет немножко сложновато. Соедините первое и второе. А соединить приходится. Вот, например, да, теперь я вот, когда мы уже видим почти все карты открытыми, и вам будет сложновато. С одной стороны, как по аркану юстиция, мы можем чувствовать обязанности, да, по справедливости мы должны участвовать, кому-то помогать, или, ну, буквально, может быть, это по закону какую-то ответственность нести. А вот сейчас другая какая-то задача стоит. И, может быть, так немножко сложновато будет объединять первое и второе. Держите баланс. И вот все то, что я говорила до карт, ежедневное восстановление сил для вас будет архиважно. Что там из прошлого? А вот смотрите, многозадачность в плане многоинформационности, пятерка жезлов. К вам могут вернуться люди, которые ненадежные. Кто-то может пытаться войти в вашу жизнь как бы вторично, призывая вас к какому-то проекту или что-то вам обещая золотые горы. Но я должна сказать, что вы видите, как, знаете, вы сами, как рентген, вы видите, кому стоит доверять, кому нет, кто вам пытается обмануть. Вот у вас удивительная способность на август месяц не сделать ни одного неправильного шага. И в этом вам буквально помогает, вот как и аркан справедливость, когда нет никаких эмоций, как и аркан отшельник, который он понимает, что сейчас это моя независимость и некоторая отстраненность от эмоционального фона. Тогда вы и не включитесь в то, что интересно кому-то другому. Или когда вас не подцепят эмоционально на какой-то фейк, может быть, информационного хаоса. Вот я так называю эту карту не случайно, потому что нас именно могут пытаться вывести на эмоции, зная наш характер, например. Да, думая, что, сейчас зацеплю, и она включится или он в какой-то процесс, и это будет интересно. А тут нет, вам не интересно, вам интересно что-то свое. И то, что наносное, вы как будто видите на пару шагов вперед, чем это все может закончиться. Или могут вернуться такие люди, которые вас подвели в прошлом и, видимо, пытаются на какой-то стриженной козе, извините, мои дорогие водолеи, ну, правда, подъехать, а вот вы их тоже видите. Думают, может быть, что прежде они вам что-то обещали какую-то помощь, участие в каком-то проекте, а потом они куда-то исчезли. По пятерке жезлов забывают о нас. Сначала пообещают, а потом к вечеру, может быть, уже переключаются на что-то свое. Но вот вы зерна от плевел вы четко отделяете. И в этом ваша сила. Я бы даже больше сказала. И наперед такую практику нужно оставлять, потому что у вас аркан Солнца. Что же вам нужно услышать прямо сейчас? Пятерка Земли. Вот здесь все же не должно быть конфронтации. Я могу допустить, что и вы захотите некоторые контакты свести к нулю. И сделать это придется красиво и элегантно, потому что по пятерке Земли проходят две составляющие. Отсутствие взаимопонимания и какая-то денежная тема, как недостаток. Всегда пятерка– это недостаток. Это мелкая карта. И что вам важно сейчас услышать? Вам, понимаете, и не создать какую-то конфронтацию с людьми, потому что в жизни нас так часто и бывает. Если мы с кем-то поссорились буквально или, ну, расстались на какой-то недружественной ноте,
Так устроена, наверное, Вселенная. Обязательно столкнет какая-то ситуация нас с этим человеком. И согласитесь, намного проще сказать привет или здравствуй, да, чтобы возобновить какой-то диалог. Поэтому все конфронтации должны быть сведены к нулю. Вам так проще жить. Они вас не будут тянуть назад, они вам не создадут каких-то ненужных эмоций со знаком минус. Вы вот совсем буквально, начиная с августа, какое-то берете новое направление, мои дорогие водолеи. И если нас вот эти минусовые эмоции где-то тянут назад, ну, это все делает жизнь путанной. Нет, тут нужно больше понимать, что вот сейчас пришло время уделить какому-то важному вашему проекту или вам самим. И неважно, чего это тут проекты ваши касаются. Но, тем не менее, когда мы со всеми в ровных отношениях, тогда и меньше каких-то вопросов или тех тем, за которые нас в принципе пытаются зацепить. Ну и по части финансов тут тоже, знаете, с чем-то не просчитаться. Может быть, и на какой-то период вы будете уходить от какой-то финансовой бреши или какого-то недостатка по финансам. Карта нас не призывает, что мы быстро тратим деньги, несмотря на то, что у вас восьмерка пентаклей. Будьте продуманы в отношении людей и в отношении денег. Вы можете думать, что я как на выборе сейчас стою. На самом деле выбора нет. Вам придется совместить, ну, некоторую дипломатию, лояльность с холодной прагматикой, когда придется просчитывать что-то на материальном плане, на материальном уровне. И как будто это сделать совершенно необходимо. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.